Великие военные стратеги, которых мы знаем сегодня, не родились с гениальными планами на уме. Их путь к славе начинался в самые ранние годы жизни, когда формировались навыки и убеждения, ставшие основой для будущих побед. Например, Наполеон Бонапарт родился на Корсике в 1746 году. С раннего возраста он проявлял необычайные способности к военному делу, играя с друзьями в военные игры, где разрабатывал тактики и стратегии. В возрасте всего 9 лет он был отправлен учиться во Францию, где его жесткая дисциплина и умение анализировать ситуацию выделяли его среди сверстников. Не менее интересен и путь немецкого полководца Фридриха Великого, который с ранних лет отличался не только умом, но и харизмой. Его отец, король Фридрих I, стремился подготовить сына к царствованию, но Фридрих не хотел следовать традиционному пути. Вместо этого он погружался в военное искусство и философию, что формировало его уникальный взгляд на ведение войн. Его стратегия заключалась в быстрой маневренной войне, что стало основой его успехов. Не забываем и о Чингисхане, чье детство прошло среди постоянных войн и конфликтов. Он родился в 1106 году на территории современного монгольского плато. С самого юного возраста он сталкивался с предательствами и потерями, что закалило его дух. В возрасте всего 20 лет он уже сумел объединить разрозненные племена под одним знаменем, что стало основой для его гениальных стратегий и беспрецедентных завоеваний. Переходя к 20 веку, нельзя не упомянуть о Дуайте Д. Эйзенхауэре. Его детство в штате Техас, наполненное уроками лидерства и командной работы, стало основой для его дальнейшей карьеры. Эйзенхауэр проявлял задатки координации и планирования, когда организовывал игры с соседскими детьми, а позже, в армии, применил эти навыки для управления сложными военными операциями. Каждый из этих великих военачальников, от Наполеона до Эйзенхауэра, прошел через личные испытания и кризисы, которые отшлифовали их стратегии и подготовили к предстоящим вызовам. Эти ранние годы, полные страстей, конфликтов и неустанного стремления к победе, создали непростую почву для выращивания выдающихся лидеров. Они не просто учились на поле боя, но и закладывали основы своей философии, которая помогла им стать теми, кем они стали. Теперь, когда мы заглянули в формирование гениев войны, давайте обратим внимание на один из самых загадочных и влиятельных военных стратегов в истории – Наполеона Бонапарта. Его жизнь полна невероятных фактов, которые не всегда были раскрыты, и именно они помогли ему построить свою империю. Наполеон Бонапарт – один из самых противоречивых и загадочных полководцев в истории, и его жизнь полна удивительных фактов, о которых многие не подозревают. Например, известный своим стратегическим мышлением, он также был одержим изучением математики и географии. Будучи молодым студентом, Наполеон часто проводил часы за чтением книг по военной стратегии, что формировало его уникальный взгляд на ведение боевых действий. Среди многих неочевидных фактов стоит отметить, что Наполеон никогда не носил свою знаменитую треуголку именно на поле боя. Более того, его привычка носить длинные пальто и высокие сапоги помогала скрыть его невысокий рост, что, вероятно, было важным для его имиджа. Этот аспект подчеркивает, как внешность и психологический аспект играли ключевую роль в его восприятии как лидера. Интересно, что Наполеон часто использовал шпионов, чтобы собирать информацию о своих врагах. Он понимал, что знание – это сила, и не стеснялся применять различные методы для получения ценнейших данных о передвижениях противников. Это дало ему явное преимущество во многих сражениях. Например, в битве при Аустерлице, известной как «Битва трех императоров», он использовал ложное отступление, чтобы заманить противника в ловушку, что привело к сокрушительной победе. Несмотря на его военную гениальность, Наполеон также проявлял интерес к культуре и искусству. Он восстанавливал и развивал Париж, превращая его в центр искусства, архитектуры и науки. В этот период он провел множество реформ, которые улучшили жизнь его граждан. Наполеон не только завоевывал земли, но и формировал культуру и общество, что позволило ему укрепить свою власть. Однако его амбиции не имели границ. Наполеон мечтал о создании единой Европы под своим руководством. Эта цель подтолкнула его к множественным конфликтам, включая кампанию против России в 1812 году, которая обернулась катастрофой. Однако даже в этом поражении можно увидеть его стратегическую смекалку. Он пытался предугадать ходы противника, используя сложные маневры. Но суровые зимние условия, недостаток ресурсов и недовольство солдат сделали свое дело, приведя к краху всей кампании. Среди многих загадок остаются его последние дни. После поражения в 1815 году Наполеона сослали на остров Святой Елены, где он провел остаток жизни. Однако даже в ссылке он продолжал писать и размышлять о своих стратегиях, оставляя множество мемуаров, которые впоследствии стали бесценными для изучения военной истории. Наполеон продолжал влиять на военную стратегию даже после своей смерти. Его подходы к маневренной войне, логистике и использованию артиллерии применялись военными в последующие поколения, а его имя стало синонимом гениальности и амбиций. Жизнь и карьера Наполеона Бонапарта – это не просто набор знаковых сражений, но и целая эпоха, полная тайн и незаслуженно забытых моментов.
Теперь, когда мы углубились в загадочные факты о Наполеоне, давайте перенесемся к другим величественным фигурам, чьи стратегии и решения изменили ход истории, но при этом оставили за собой множество тайн и загадок. Второй мировой войне предшествовал масштабный конфликт, который оставил глубокий след в истории и привел к кардинальным изменениям в мире. Но, несмотря на всю свою мощь, нацистская Германия часто шла на поводу у амбиций своего лидера – Адольфа Гитлера. Его игнорирование советов опытных генералов стало одним из наиболее катастрофических аспектов этого периода. Это не просто история о неудачных советах, это рассказ о том, как личные убеждения и чрезмерная самоуверенность могут привести к трагическим последствиям. Пока другие страны готовились к войне, Гитлер видел в этом всего лишь возможность для реализации своих имперских амбиций. Он был одержим идеей создания Великой Немецкой империи и считал, что его инстинкты и интуиция превосходят знания тех, кто был профессионалом в военном деле. Секретные встречи и планы, разработанные его генералами, нередко воспринимались им как слабость. Например, известный генерал вермахта Вальтер фон Райхенау предлагал сосредоточить силы на Восточном фронте, но Гитлер предпочел сосредоточиться на Британских островах, что в итоге лишь затянуло войну. Игнорирование советов не ограничивалось лишь выбором стратегии. Гитлер часто проявлял недовольство по поводу предоставления ему негативных новостей. Генералы, такие как Гейнс Гудериан и Эрвинг Роммель, осознавали реальность военной ситуации, но боялись открыто противоречить Гитлеру. Их попытки предостеречь о возможных последствиях потери на Восточном фронте, в частности в Сталинградской битве, были проигнорированы. Этот конфликт стал переломным моментом войны, когда слишком много решений принималось на основе личных представлений Гитлера, а не реальной военной стратегии. Разгром в Сталинграде в 1942 году стал результатом не только военной несостоятельности, но и полной уверенности Гитлера в своем правлении. Он настаивал на продолжении боев, несмотря на призывы о необходимости отступления. В результате десятки тысяч солдат погибли, а немецкие войска потеряли стратегическую инициативу, от которой они уже никогда не смогли восстановиться. На дальнейшие события войны тоже сильно влияли решения Гитлера. Например, его отказ принять советы о вторжении в Нормандию в 1944 году стал очередной катастрофой. Генералы, такие как Эрвин Роммель, понимали важность подготовки к этому моменту, но Гитлер настаивал на том, что союзники не осмелятся на серьезную высадку. Результат был предсказуем. Союзные войска успешно высадились на берегах Франции, что стало началом конца для нацистской Германии. Ситуация была усугублена тем, что Гитлер, будучи одержимым идеей нового порядка, не был способен воспринимать взгляды своих командиров. Его убеждения о превосходстве арийской расы и необходимости борьбы с врагами отвлекали его от реальной войны и приводили к ошибочным расчетам. Директивы, основанные не на фактах, а на идеологии, стали нормой в его правлении, и это обернулось катастрофой. В конечном итоге Гитлер стал жертвой своей собственной стратегии. Игнорирование советов опытных генералов, основанных на реальной военной практике, привело к полному краху тех планов, которые он так долго разрабатывал. Его личная амбициозность и упрямство стали определяющими факторами, которые привели к гибели миллионов как на полях сражений, так и среди мирного населения. Захватывая всю эту сложную картину, мы можем задуматься о том, как личные амбиции и игнорирование профессионализма могут изменить ход истории. Теперь давайте перейдем к другой выдающейся фигуре – Такеда Шингену, чья стратегия не только завоевывала сердца, но и оставляла глубокий след в умах последующих генераций. Такеда Шинген, известный как Солнечный меч, стал одним из самых выдающихся полководцев Японии в XVI веке. Его жизненный путь наполнен не только военными победами, но и глубокими человеческими связями, которые позволяли ему завоевывать сердца и умы своих подданных и врагов. Шинген родился в 1468 году и с ранних лет проявлял выдающиеся способности к стратегии и лидерству. Он был сыном Такеды Нобукаси и, унаследовав титул, начал стремительно развивать свои владения в провинции Каи. Самым известным моментом в его карьере стала битва при Микатагахара в 1542 году. В этой битве Такеда столкнулся с одним из своих самых могущественных противников – Уэсуги Кэнсином. Шинген знал, что победа в этом сражении укрепит его власть в регионе. Он проявил выдающееся мастерство в тактике, используя горные хребты для своих маневров, что позволило ему эффективно атаковать противника, несмотря на численное превосходство врага. Однако подлинная сила Такеда заключалась не только в его военных навыках, но и в умении строить альянсы. Такеда умело использовал личные связи, чтобы создать мощную коалицию, и его дружба с другими самурайскими кланами часто становилась решающим фактором в политике региона. Он понимал, что не только военная сила, но и дипломатия играют ключевую роль в укреплении его позиций. Налаживая отношения с другими кланами, он смог обеспечить себе поддержку, которая часто оказывала решающее влияние на исход сражений. Одним из самых интересных аспектов его стиля управления была способность к благотворительности. Шинген активно заботился о своих подданных, построив множество храмов, школ и дорог.
Он понимал, что забота о народе увеличивает его популярность и преданность. Местные жители уважали и почитали его, что еще больше укрепляло его власть и влияние. Такеда также уделял внимание подготовке своих войск. Он создал одну из самых эффективных армий своего времени, обучая своих солдат различным тактикам и стратегии. Его армия была известна не только своей силой, но и дисциплиной, что позволяло добиваться побед даже в самых сложных условиях. Однако, несмотря на множество успехов, Шенген также сталкивался с серьезными вызовами. Находясь в состоянии постоянной войны с соседними кланами, он должен был принимать трудные решения. В 1545 году он решил атаковать Уэсуги Кэнсина, что снова привело к столкновению между двумя величайшими самурайскими полководцами. Несмотря на свою тактическую гениальность, Шенген не всегда одерживал верх в битвах, и иногда его решения оказывались спорными. Интересно, что Такеда считал, что воины должны быть не только сильными, но и мудрыми. Он активно занимался изучением философии и стратегии, что помогало ему разрабатывать новые методы ведения боя. Его подходы к ведению войны оказали влияние на многих последующих военачальников, и его имя стало символом стратегического мышления. К сожалению, жизнь Такеды оборвалась в 1551 году во время войны с кланом Уэсуги, но его наследие продолжает жить. Его стратегические идеи и успешные кампании не только изменили облик Японии, но и вдохновили будущие поколения военачальников. Теперь, когда мы узнали о выдающейся карьере Такеда Шенгена, давайте обратим внимание на загадки, которые окружают графа Бенедикта фон Хольта, чья биография полна тайн и неразгаданных страниц. Граф Бенедикт фон Хольт – одна из самых загадочных фигур в военной истории. Его биография окружена множеством тайн, и многие детали остаются неизвестными до сих пор. Родившийся в 1806 году в небольшом немецком городке, он с ранних лет проявлял выдающиеся способности в военном деле. После получения образования в военной академии фон Хольт быстро поднялся по служебной лестнице, привлекая внимание высокопоставленных офицеров благодаря своему стратегическому мышлению и аналитическим способностям. Его карьера резко взлетела во время франко-прусской войны, когда он показал умение вести успешные операции. В битве при Седане в 1871 году его действия сыграли ключевую роль в победе прусских войск. Однако, несмотря на его успехи, многие аспекты его жизни остаются неясными. Например, его зарубежные поездки и сотрудничество с другими военными лидерами вызывают вопросы. Известно, что фон Хольт имел связи с британскими и французскими генералами, но точные детали этих контактов остаются затерянными в архивных записях. Одной из самых интригующих загадок является его участие в тайных операциях. После окончания войны в 1871 году фон Хольт стал важной фигурой в создании новых военных альянсов. Его деятельность в этом направлении была окутана тайной, и многие считали, что он работал на благо объединенной Европы. В своих письмах, которые были обнаружены после его смерти, упоминаются встречи с представителями других стран, но содержание их разговоров так и не было раскрыто. Среди его достижений также стоит выделить реформы в армии. Граф фон Хольт ввел множество нововведений, направленных на улучшение условий службы и обучения солдат. Его подходы к обучению и тактике впоследствии легли в основу многих современных методов ведения боя. Однако его идеи нередко вызывали противоречия среди старших офицеров, что часто приводило к конфликтам внутри армии. К сожалению, в 1893 году фон Хольт исчез при таинственных обстоятельствах, что добавило еще больше тайн к его биографии. Официальные источники утверждают, что он отправился в путешествие, однако никаких доказательств этого не найдено. В последующие годы его имя стало предметом слухов и спекуляций, а его достижения начали затмеваться непонятными обстоятельствами его исчезновения. Многие исследователи пытались восстановить его жизненный путь, однако архивы, содержащие информацию о фон Хольте, либо пропали, либо были уничтожены. Эти исчезнувшие документы стали причиной множества теорий заговоров, которые продолжают существовать до сих пор. Некоторые считают, что он мог стать жертвой политических интриг, в то время как другие предполагают, что он сам выбрал жизнь в тени, оставив за собой лишь легенды. Его влияние на военное дело все еще ощущается, несмотря на отсутствие конкретных фактов о его жизни. Граф Бенедикт фон Хольт остается символом загадочных личностей, чьи действия могли кардинально изменить ход истории. Его наследие, окруженное тайнами и неразгаданными страницами, продолжает возбуждать интерес как у историков, так и у простых людей, стремящихся разгадать загадки прошлого. Итак, когда мы касаемся этой увлекательной фигуры, стоит задуматься, какие еще неразгаданные тайны хранятся в архивах великих военных стратегов, чьи решения и стратегии определили судьбы целых наций. Тактические успехи и военные победы часто зависят не только от навыков полководца, но и от его способности строить личные отношения и строить альянсы. В истории множество примеров, когда личные связи определяли исход сражений и кампаний. Один из таких ярких примеров – это влияние личной дружбы и отношений на военные стратегии. Возьмем, к примеру, союз Такеды Шенгена и Уэсуги Кэнсина.
Эти два полководца, конкурируя друг с другом, выработали уважение и понимание, которые не были свойственны другим воинам той эпохи. Несмотря на постоянную вражду, их отношения были основаны на взаимном уважении и стратегических альянсах, что позволяло избегать масштабных конфликтов и вести более взвешенные кампании. Шенген знал, что успешные военные действия начинаются с установления прочных связей. Именно поэтому он умело использовал дипломатические методы для создания коалиции с другими самурайскими кланами. В Европе аналогичные примеры можно найти среди выдающихся полководцев. Например, Фридрих Великий умело использовал свою дружбу с австрийским императором, чтобы укрепить свои позиции в различных военных конфликтах. Эти альянсы обеспечили ему поддержку в самые трудные времена, когда его войска были на грани поражения. Дружеские связи позволяли ему формировать временные союзы, которые могли существенно изменить ход сражений. Ситуация с Наполеоном Бонапартом также иллюстрирует, как личные отношения влияли на стратегии. Он понимал важность поддержания связей с влиятельными семьями и политическими деятелями. Например, его брак с Жозефиной де Багарне не только укрепил его личные позиции, но и позволил ему создать новые альянсы, которые впоследствии помогли в его военных кампаниях. Наполеон мог рассчитывать на поддержку, исходя из своих семейных связей, что иногда решало судьбы целых сражений. Не менее интересен пример Адольфа Гитлера, который, несмотря на игнорирование советов своих генералов, полагался на личные связи в создании коалиций. Однако, в отличие от своих предшественников, Гитлер часто использовал эти отношения для манипуляций и удаления ненужных ему союзников. Это, в свою очередь, сыграло роковую роль в судьбе нацистской Германии, когда личные предательства и амбиции стали причиной множества поражений. Также стоит отметить, что личные связи часто создавали нестабильность. Конфликты между правителями, такие как борьба за власть между Римом и Карфагеном, свидетельствуют о том, как недовольство и личные амбиции влияли на большие войны. Личное враждебное отношение Ганнибала к Риму изначально привело к его успешным кампаниям, однако со временем это же чувство стало причиной его разрушительных ошибок. Таким образом, личные отношения и связи между полководцами создают уникальную динамику в военных действиях. Эти связи могут быть как движущей силой к успеху, так и источником краха. Понимание и использование этих отношений становится важным аспектом в стратегии, и многие великие полководцы использовали их для достижения своих целей. Теперь, углубившись в влияние личных отношений на стратегии, давайте исследуем, какие уроки мы можем извлечь из исторических ошибок и подвигов, которые оставили свой след на страницах военной истории. Ошибки военных стратегов, которые порой приводили к катастрофическим последствиям, остаются важным уроком для будущих поколений. Весьма наглядным примером является судьба Наполеона Бонапарта, который, несмотря на свои блестящие победы, в конечном итоге потерпел поражение из-за избыточной самоуверенности. В начале XIX века он развернул свою армию на завоевание России, полагаясь на свою тактическую гениальность и мощь армии. Однако, не учитывая суровые зимние условия и логистические трудности, он отправил свои войска в кампанию, которая стала одной из самых трагических в истории. Потеря более 400 тысяч солдат привела его к полному краху. Еще одним знаменитым примером является генерал Джордж С. Паттон, который, несмотря на свою храбрость и военные таланты, часто действовал на грани разумного. Его агрессивные тактики в ходе Второй мировой войны зачастую приносили успех, но однажды его неосторожность привела к потере жизненно важной информации. Паттон публично оскорбил своих союзников, что вызвало недовольство и ослабило координацию между войсками, что в конечном итоге могло отразиться на ходе сражений. В ходе Корейской войны генерал Дуглас МакАртур столкнулся с критической ситуацией в 1951 году, когда его стратегия по высадке в Инчхоне оказалась успешной, но последующие действия стали ошибочными. Он недооценил силу китайских войск, что привело к потерям и необходимости отступления. Несмотря на первоначальные успехи, его стратегические просчеты и игнорирование разведывательной информации привели к катастрофическим последствиям для его войск. Уроки истории также иллюстрируют судьба Адольфа Гитлера, который проигнорировал советы своих генералов, когда не дал согласия на отступление в Сталинграде в 1942 году. Эта ошибка обернулась потерей огромного количества солдат и стратегической инициативы. Гитлер, будучи одержимым идеей победы, не учитывал реальные условия на фронте, что стало одним из самых трагических эпизодов войны. Не менее показателен случай с Фридрихом Великим, который, несмотря на свои выдающиеся стратегии, порой также прибегал к рискованным решениям. Во время Семилетней войны он пытался одержать победу на всех фронтах, что в конечном итоге привело его армию на грань поражения. В битве при Кунерсдорфе в 1705 году его войска потерпели сокрушительное поражение. Он слишком долго игнорировал советы своих генералов относительно необходимых ресурсов и стратегий. Каждое из этих событий подчеркивает, что даже самые великие полководцы могут допускать серьезные ошибки. Часто их уверенность в своих силах и игнорирование мнений других приводили к катастрофическим последствиям. Эти уроки остаются актуальными и в современном мире, где стратегии и тактики продолжают развиваться, а необходимость учитывать мнение и опыт других становится все более важной.
История полна примеров, когда ошибки одного человека приводили к фатальным последствиям для целых наций. Понимание этих уроков поможет избежать повторения тех же самых ошибок в будущем. Теперь, когда мы рассмотрели подвиги и ошибки великих военачальников, давайте углубимся в то, как сражения изменяли судьбы этих выдающихся полководцев, оставив неизгладимый след на страницах истории. Сражения, происходившие на полях битвы, не просто определяли судьбы целых наций, но и кардинально меняли жизнь великих полководцев. Каждый военный конфликт оставлял свой след на судьбе тех, кто принимал в нем участие, и приводил к кардинальным изменениям в их жизненном пути. В ходе исторических сражений многие из них становились не только легендами, но и жертвами обстоятельств, меняя свое положение в обществе и военной иерархии. Например, Наполеон Бонапарт, который в начале своего военного пути одержал множество побед, столкнулся с величайшим вызовом во время кампании против России в 1812 году. Первоначально его армия, состоящая из более чем 600 тысяч солдат, двигалась к победе, однако жестокие зимние условия и недостаток продовольствия привели к катастрофическим потерям. В результате, вместо триумфа, Наполеон потерял практически всю свою армию, что подтолкнуло его к отступлению и в конечном итоге к падению империи. Эта неудача стала поворотным моментом в его карьере, изменившей его статус как полководца и человека. Не менее важен случай с Адольфом Гитлером, чья уверенность в своих силах в значительной степени определила его судьбу. Игнорируя мнение высокопрофессиональных генералов, он принял решение о наступлении на Сталинград в 1942 году. После затяжной осады и противостояния с советскими войсками немецкие силы потерпели сокрушительное поражение. Это поражение не только отрезало Гитлера от поставок и ресурсов, но и подорвало его авторитет как военного лидера. Гитлер, который ранее воспринимался как непобедимый, оказался в ситуации, когда его решения больше не воспринимались с доверием. Уникальным примером того, как сражения меняли судьбы полководцев, является Фридрих Великий. В ходе Семилетней войны он неоднократно сталкивался с серьезными вызовами, которые подрывали его уверенность и создавали условия для переворота в его карьере. В битве при Кунерсдорфе в 1705 году его армия понесла тяжелые потери, что привело к кризису в его правлении. Это поражение стало не просто военной неудачей, но и ослабило его позиции как короля, заставив его пересмотреть свои стратегии и подходы к ведению войны. Такеда Шинген, известный как Солнечный меч, также стал жертвой обстоятельств. Его столкновение с Уэсуги Кенсином в битве при Микатагахара в 1542 году стало ключевым моментом в его карьере. Несмотря на свою стратегическую гениальность, Шинген не смог одержать решающую победу, что ослабило его влияние в регионе. Его последующие действия были направлены на восстановление утраченных позиций, однако этот конфликт оставил след на его репутации и статусе как полководца. Каждое из этих сражений не просто исторические события, но и важные моменты, которые определили судьбы великих полководцев. Эти эпизоды демонстрируют, как быстро может измениться ситуация на поле боя и как это отражается на личной жизни и карьере тех, кто принимает решения. Сложные решения, принятые под давлением, нередко приводили к непредсказуемым последствиям, и многие великие полководцы могли бы избежать своих трагедий, если бы только учли уроки, которые оставила им история. Теперь, когда мы увидели, как сражения изменяли судьбы великих военачальников, давайте рассмотрим, как военные стратегии продолжают влиять на нашу жизнь в современном мире. Военные стратегии великих полководцев оставили яркий след в истории, и их влияние ощущается по сей день. Сражения, которые когда-то определяли судьбы наций, теперь служат важными уроками для современного мира. Военные операции, разработанные стратегами прошлых веков, продолжают формировать подходы и методики ведения конфликтов, а также служат основой для изучения военного искусства. Одним из примеров, как военные стратегии влияют на наше время, являются методы, используемые Наполеоном Бонапартом. Его подходы к маневренной войне и мобилизации ресурсов были революционными. Наполеон внедрил идеи логистики и координации, которые стали стандартами в военном искусстве. Эти принципы, такие как быстрая концентрация сил в ключевых точках и использование шпионов для сбора информации, продолжают применяться в современных военных операциях. Точно так же стратегии, разработанные Фридрихом Великим, оказали долговременное влияние. Его акцент на быстром маневрировании и неожиданности стал основой для многих современных военных концепций. Применение мобильных войск и гибкость в стратегии – это элементы, которые до сих пор находят отражение в современных военных доктринах. Фридрих также продемонстрировал важность морального духа войск и лидерства, что стало неотъемлемой частью обучения будущих командиров. События Второй мировой войны также оставили глубокий след в военных стратегиях. Ошибки Адольфа Гитлера и его игнорирование советов генералов стали уроками, из которых современные военные лидеры черпают знания. Способность предвидеть ходы противника, использование разведывательной информации и необходимость сотрудничества между различными родами войск – все это было подчеркнуто катастрофическими последствиями, вызванными недооценкой этих факторов со стороны Гитлера. Это важно для понимания того, как личные амбиции могут затмить стратегическое мышление.
Кроме того, военные конфликты, такие как Корейская война, продемонстрировали, как политические факторы могут влиять на военные стратегии. Генерал Дуглас МакАртур, несмотря на свои успехи, столкнулся с критикой за неучет политической ситуации и логистики. Это подчеркивает необходимость баланса между военной необходимостью и политической целесообразностью, что остается актуальным в современных конфликтах. Такэда Шинген, известный японский полководец, также продолжает вдохновлять военных лидеров своими методами. Его стратегии, основанные на уважении и дипломатии, показывают, что успешное ведение войны требует не только силы, но и умения находить общий язык с противником. Это качество актуально и сегодня, когда военные конфликты часто сопровождаются необходимостью ведения переговоров и построения союзов. Современные военные конфликты, такие как операции в Ираке и Афганистане, также используют уроки, извлеченные из истории. Военные стратегии, основанные на маневренной войне, а также комбинация традиционных и современных методов ведения боя, подтверждают, что наследие великих полководцев продолжает жить. Использование новых технологий, таких как дроны и кибервойна, также является эволюцией стратегий, разработанных в прошлом. Таким образом, наследие великих военных стратегов продолжает влиять на нашу жизнь и современное военное дело. Их подходы и методы, испытанные временем, остаются актуальными и помогают формировать будущее военной стратегии. Каждый конфликт, каждое сражение оставляют уроки, которые должны быть усвоены современными лидерами, чтобы избежать повторения ошибок прошлого и использовать приобретенные знания для достижения успеха на полях сражений.